Когда в холодильнике есть творог, сразу хочется приготовить эту неимоверную вкуснятину. Минимум времени и продуктов. Творог лучше брать жирностью не менее 5% и желательно мягенький, чтобы его легко можно было размять вилкой или ложкой. Берем глубокую емкость и выкладываем в нее 200 грамм творога. Если больше любите обезжиренный творог, тоже получится вкусно. Теперь сюда разбиваем 2 яйца. Лучше для этого рецепта брать яйца комнатной температуры. Добавляем немного соли и смесь ароматных трав. Я люблю использовать итальянские травы. Вы можете брать те специи, которые больше всего нравятся именно вам. Хорошенько вилочкой размешиваем все ингредиенты и разминаем аккуратно большие комочки творога. Если они у вас, конечно, есть, как, например, у меня. Сильно мелко и долго разминать не нужно, буквально пару движений. Комочки творога немного расплавятся в процессе приготовления, и это будет очень вкусно. Теперь выливаем сюда же 100 мл молока. Еще нам нужна будет мука. Всего 90 грамм. У меня обычная пшеничная, но можно взять цельнозерновую, рисовую или ту, что больше предпочитаете. Добавляем в нее 1 чайную ложечку разрыхлителя или пол чайной ложки соды и хорошенько все перемешиваем. Высыпаем теперь муку в емкость с творожной смесью и хорошо ложкой размешиваем все содержимое, разминая попадающиеся крупные кусочки творога. Наше тесто готово. Но я еще обязательно добавляю в это блюдо зеленый лучок, нарезаю его на кусочки. Можно добавить укроп, тоже будет очень вкусно. Сильно мелко лук измельчать не нужно. Вот так, как у меня, будет то, что нужно. И, конечно же, твердый сыр. Грамм 100-150. Измельчаю его на крупную терку. Конечно, можно и без него. Но как же это вкусно! Настоящие хачапури, только ленивые. Отправляем теперь в тесто сыр и высыпаем измельченный лук. Осталось хорошенько перемешать, и практически все готово. Ставим на огонь сковородку, выливаем немного растительного масла или то, что используете вы. Распределяем его по всей поверхности и выкладываем тесто. Я делаю не сильно толстые хачапури, поэтому на мою сковородку достаточно 3 столовых ложек для одной порции. Тесто очень густое, и его нужно быстренько разровнять по всему дну сковородки, сформировав вот такую вот симпатичную лепешку. Удобнее всего это делать обычной ложкой. Делаем средний огонь и накрываем крышкой. Держим буквально минуты 3-4. Убираем крышку. Как только верх лепешки уже не сырой, аккуратно лопаткой переворачиваем на другую сторону. Готовятся такие хачапури очень быстро, и долго жарить их абсолютно не нужно. Держим еще 3-4 минуты с другой стороны под крышкой, и можно приступать к трапезе. Кстати, такие лепешки отлично можно приготовить и в духовке, если вы не любите жарить на сковороде. Получается тоже очень вкусно. Так готовим все оставшееся тесто. Форма и размер лепешек, конечно, может быть разный. Здесь все зависит только от вашего желания. Время приготовления тоже, кстати, может отличаться, в зависимости от того, какая у вас плита и температура приготовления. Готовые хачапури выкладываем на сервировочное блюдо. Аромат на кухне просто потрясающий. Вам даже звать никого не придется. Все сами быстренько прибегут на такой запах. Подавать их нужно сразу, как приготовили, еще горяченькими. У меня получилось 2 большие лепешки, которых будет вполне достаточно на семью из 4 человек. Но, конечно же, захочется добавки. Или приготовить их чуть попозже еще. Хачапури получаются очень мягенькие, нежные и невероятно сырные. Это отличный вариант для завтрака, перекуса или дополнения к любому застолью. Так что очень рекомендую приготовить, не пожалеете. Второй рецепт, который я очень люблю готовить из творога, еще проще и вкуснее. Когда совсем нет времени готовить, 5 минут и завтрак на столе. Я рекомендую брать творог жирностью не менее 5%. Желательно, чтобы он был мягкий и крупинки легко было размять. 150 грамм будет достаточно. Выливаем в творог кефир 100 мл комнатной температуры. Разбиваем 2 яйца, желательно тоже комнатной температуры. Немного соли, и теперь берем миксер и будем взбивать все до однородной массы. Буквально пару минут на средних оборотах. Нам нужно максимально разбить крупные кусочки творога и сделать пышную массу. Во взбитую массу добавляем теперь 2 столовые ложки крахмала. У меня кукурузный и чайную ложку соды. Можно взять разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем соду в крахмале и еще раз миксером все хорошо собьем, буквально минутку. Теперь берем твердый, слегка соленый сыр, и нам нужно его натереть на крупной терке.
Я взяла 200 грамм сыра, но поверьте, это совсем немного. Вкуснотища будет, просто пальчики оближешь. Вы можете количество сыра регулировать сами. Высыпаем сыр в емкость во взбитую смесь. Добавляем в смесь итальянские травы или любимые ваши специи и аккуратно перемешиваем ложкой пару раз. Вот такая масса у нас должна получиться. Теперь подготовим емкости. У меня вот такие вот порционные стеклянные, специально для запекания. Берем немного оливкового масла и кисточкой смазываем донышко и бортики каждой формы. На это количество продуктов у меня получается 4 формы, которые вполне хватит на 4 человек. Это будет очень сытно. Формы готовы. Теперь аккуратно ложкой выкладываем нашу массу в формочки. Полностью их не наполняйте. Суфле будет расти и увеличиваться в объеме, поэтому достаточно заполнить чуть больше, чем наполовину формы. Теперь берем противень, застеленный пергаментной бумагой, и ставим на него наши формочки. Отправляем теперь в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Как только верх станет золотистым, суфле приготовилось. Вы только посмотрите, какая красота! А запах! Для истинных любителей сырной выпечки. Не ждите, пока остынет, а сразу заваривайте кофе, подавайте и наслаждайтесь этой безумной вкуснятиной. Творожная основа и тянущийся сырок – это, пожалуй, лучшее начало любого дня. Можно подавать сразу в формочках, а можно переложить и на тарелку. Тоже будет очень красиво и не менее вкусно. Суфле не пристает к формочке и отлично держит форму. Единственный минус этого блюда – оно очень быстро исчезает, и его хочется еще, так что мой совет – готовьте сразу двойную порцию. И еще один рецепт для истинных ценителей творожной выпечки. Это так вкусно и просто, что я уверена, готовить вы это будете очень часто. Берем чистую емкость и высыпаем 350 грамм творога 5% жирности. Творог лучше брать мягкий, чтобы он не был крупинками. Разбиваем сюда 2 яйца комнатной температуры, немного соли и специи по вкусу. У меня это итальянские травы и смесь перцев. Ложкой хорошо все перемешиваем пару раз. Теперь берем блендер и все хорошо измельчаем до состояния однородной кремообразной массы. Если блендера нет, можно просто пропустить творог через сито или очень хорошо перемешать вилкой или ложкой. Тоже будет отлично. Буквально минута, и у нас уже готова основа теста. Вот такой консистенции и структуры должно получиться. Теперь сыр. Нам нужен любой твердый сыр, грамм 150-170. Сыр нужно натереть на мелкой терке. Количество сыра по желанию. Чем его больше, тем вкуснее. Натертый сыр высыпаем в емкость к творожной массе и аккуратно перемешиваем ложкой. Теперь берем другую емкость, высыпаем 2 столовые ложки пшеничной муки и столовую ложку рисовой муки. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя или можно взять обычную соду. Хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались между собой. Теперь высыпаем муку в творожно-сырную смесь и хорошо размешиваем до однородной массы. Тесто получается очень эластичное и совершенно не липнет к рукам. Вот за что я люблю добавлять рисовую муку в выпечку. Ну и, конечно же, вкус булочек будет просто невероятный. Хрустящие снаружи и такие мягенькие внутри. Теперь столовой ложкой набираем небольшое количество теста и будем формировать шарики не сильно большого размера. Заготовки выкладываем на дощечку. Теперь берем противень, накрываем его пергаментной бумагой и выкладываем наши сырные шарики. Только оставляйте место между ними, потому что тесто будет увеличиваться в объеме. Теперь в отдельную посуду выливаем желток, добавляем немного молока и все хорошо перемешиваем. Этой яичной смесью смажем все булочки. Немного присыпем кунжутом для аромата и красоты и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. А пока сделаем начинку. И будет вкуснотища. Берем 100 грамм размягченного сливочного масла, пучок укропа, небольшой, соль и немного черного перца. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Добавляем столовую ложку сметаны и опять хорошо перемешиваем. Вот что в итоге должно получиться. Это будет очень вкусно. Берем наши готовые булочки, разрезаем их вдоль, но не до конца.
Вовнутрь выкладываем немного начинки, распределяем и добавляем кусочек соленой красной рыбки. Как быстро засолить рыбку дома, есть у меня на канале. Ссылочка в описании под этим видео. До чего же это вкусно! Стоит обязательно попробовать. Так проделываем со всеми булочками. Конечно же, их можно есть и просто отдельно или вместо хлеба, но мне захотелось показать вам мой самый любимый и самый вкусный вариант. Это и закуска, и завтрак, и перекус. В общем, от таких сырных булочек с потрясающе вкусной начинкой очень трудно будет отказаться. А я уже с нетерпением жду вас в комментариях. И не забывайте делиться своими отзывами и фото в Инстаграм. Кстати, а какой рецепт вам понравился больше? Всем приятного аппетита! Пока-пока!